Привет! Это видео из путешествия в Сербию. В основном это влог из таких самых туристических мест Белграда, которые стоит посетить. Немного информации о стране и несколько рекомендаций по заведениям. Приятного просмотра! В Сербии используются сразу два алфавита. Это кириллица и латиница. Кириллица сюда пришла, как и ко всем славянским народам, благодаря Кириллу и Мефодию. А латиница — это уже 19 век под влиянием Западной Европы. Когда здесь была социалистическая Югославия, оба алфавита стали официальными. Это было частью политики равенства народов. Вот. И сейчас они до сих пор используют оба алфавита, оба официально. На улице они встречаются плюс-минус с одинаковой частотой. А это мы сели на трамвайчик, чтобы прокатиться по крепости. Если у вас мало времени, либо вы просто ленивый человек, то можете, как я, взять мороженое и прокатиться, удобненько сесть, насладиться достопримечательностью. Мы пришли в Национальный музей Сербии. Может быть, сейчас интересное что-нибудь вам покажу. Посмотрим. Посмотрите на эти очень впечатляющие украшения из бронзы. Их носили на плечах и на голени. Такие утяжелители неплохие. На первом этаже можно было снимать беспрепятственно, а на втором и третьем почему-то меня останавливали охранники и просили делать только фото, без вспышки. Я так и не поняла, почему, они мне тоже не объяснили, поэтому, если вы знаете, пожалуйста, расскажите, очень интересно. Это снова я, с небольшим напоминанием. Если вы еще не подписались на канал и не поставили лайк этому видео, то можете сделать это прямо сейчас, мне будет очень приятно. Друзья, алло, меня слышно? Как я выгляжу? В общем, я вышла специально вам поснимать, а у меня речь не идет. Я начинаю что-то говорить, и получается каша. В общем, давайте пробовать. Хотела сказать по поводу количества большого русских, что сейчас в Белграде. Я их понимаю. Я себя здесь абсолютно комфортно ощущаю. Я знаю, что это разное приезжать как турист, как я приехала, да, на несколько там дней, недель. А другое дело — это оставаться на ПМЖ. Но все же у меня есть опыт переезда в другие страны. И по своему опыту я могу сказать, что здесь бы я себя комфортно ощущала. Честно, я приезжала сюда до того, как это стало мейнстримом. Это стало неким таким пристанищем для меня с моим мужем в ковидные времена. Это была одна из первых, если не первая страна, которая, в принципе, открылась для путешествий. Вот. И случилось так, что мы не могли встретиться долгое время из-за ковида. У меня муж работал в Саудовской Аравии, а я жила в России. Здесь мы как раз встречались в отпуска, в ковидные, чуть-чуть уже после ковидные времена, когда страны начали потихоньку открываться. Вот, в общем, и уже тогда мне здесь понравилось. Но, несмотря на это, я знаю несколько людей, которым здесь не понравилось, и они уехали. Привет, если меня смотрите. Вот. Ну, понятно, что вкус и цвет, поэтому это абсолютно нормально. Ой, блин, у меня рука устала вас держать. Вы что, такие тяжелые? Все, хожу и хочу вам показать наш подъезд. Если честно, он мне больше напоминает не подъезд. Вот. И так на каждом этаже. Мы на 6-м этаже, на последнем живем. В общем, мне, если честно, это больше напоминает какой-то, не знаю, советский офисный центр. Либо какое-то предприятие. Знаете, нечто из фильмов «Самое обаятельное и привлекательное», где в теннис играли. Я не знаю, я боюсь перекреплять кадры, чтобы напомнить вам, потому что я не уверена про авторское право. Я еще, если честно, не разобралась с ним. Вот. Либо служебный роман, да, либо служебный роман, ну что-то вот такое вот. Вот, смотрите, цветочки еще кто-то посадил. Класс. В общем, вот так вот это все выглядит. Либо какая-то школа, я не знаю. И получается внутри такой, как колодец. Видите? Дом идет такой круговой, а внутри колодец. И вот двери такие, ну как будто бы в какой-то кабинет советский.
постучаться и зайти аккуратненько. К вам можно? Я надеюсь, никто не вызовет лифт, пока я вам о нем рассказываю. В общем, такой вот очень старый лифт. Кнопочка. Открывается дверь. Вот так лучше покажу. И получается, вы заходите. Вот эта дверь должна быть закрыта. И вот эти самостоятельно закрываем двери вот эти. Только после того, как они будут закрыты, лифт может поехать. Вот, например, давайте на первый этаж поедем. Потому что это вот нулевой. Вот так вот можно посмотреть дорогу. Вот, и то же самое выходим. Сами открываем двери. Так, сами открываем двери. Выходим. И если дверь вот так вот будет открыта, он никуда дальше не поедет. Дабы быть ответственным жильцом, нужно закрывать двери, чтобы с любого этажа лифт была возможность вызвать. Иначе он останется здесь, если дверь вот эта будет открыта. Это храм Святого Саввы. Он построен по подобию храма Святой Софии в Стамбуле. Здесь находится одна из самых больших мозаик в мире. Она покрывает площадь более 15 тысяч квадратных метров. Выглядит это просто превосходно и очень впечатляюще. Если будете в Белграде, рекомендую посетить этот храм. Мы зашли в ресторан, который отмечен в Мишленовском гиде. В Сербии нет ресторана с Мишленовской звездой, но есть много отмеченных в гиде. Мы все хотели попасть в один, даже в два. В центре, но что-то все забываем забронировать. Вот. Но вот сейчас совершенно случайно зашли в еще одно место, не знали про него. Ну, довольно прикольно, мне понравилось. То есть не что-то из ряда вон выходящее, но довольно вкусно. Вот, например, говядина, сваренная в пиве, в черном. Сейчас будем пробовать. Вон говядина там спряталась. Вкусненько, нежненько. Интересно, мне нравится. По запаху, если честно, я почувствовала пиво. Может быть, потому что я его не пью. Мой супруг, который пьет пиво, не почувствовал. Я хотела бы записать подводку. Слушайте. Когда я готовилась к приезду сюда, я искала много информации. Я использовала интернет и, конечно же, заряжала свои гаджеты. И каждый раз думала, как хорошо, что изобретен переменный ток. А кто же его изобрел? Это же Никола Тесла. А знаете, что Никола Тесла был сербом? И здесь очень много всего ему посвящено. Да? Например, аэропорт имени Николы Теслы. На некоторых купюрах, по-моему, он изображен. На магнитиках, улицы и много разных названий, в общем. Вот так. Сейчас пойдем в музей. Just a little bit closer. Okay, ready? I like it. Does it hurt? No, it's okay. Чтобы попасть в музей, нужно было отстоять очередь, чтобы собралась наша группа и закончила следующее. Внутри опять нельзя было ничего снимать. Вот. Нам показали фильм о Тесле, потом была небольшая лекция о его изобретениях, о его вкладе в науку. Мы провели несколько экспериментов, которые вы видели на видео. Потом небольшое время было выделено на самостоятельную прогулку и фото. Вот. Билет стоит входной 800 динар. В него входит все перечисленное выше. Вот так. Мне кажется, очень стоит посетить этот музей. Мне понравилось. И да,
экскурсии проходят на английском и сербском по расписанию, поэтому если пойдете, смотрите по расписанию, какой язык знаете. У нас резко похолодало, и я также резко выяснила, что ничего теплее льняного костюма я с собой не взяла. Поэтому вот это кофта мужа. Но, конечно, видно немного, что это мужская, но не прям сильно же, правда? В принципе, неплохо. Мы сегодня пропустили завтрак, немного сейчас прогулялись и зашли перекусить. Уже такой обед. В общем, что я хотела сказать. Я обычно не любитель мяса, если честно. Я по рыбе, но иногда его ем. Вот. И уже несколько дней в Сербии я ловлю себя на мысли, что мне здесь очень нравится мясо. Я ем здесь вот эти чевапчичи местные. Влюбилась, если честно, в них. Я обычно настолько от мяса не в восторге. То есть, если я его и ем, то я так, кажется, хочется что-то мясного. И поем что-нибудь. Вот. Но чтобы настолько я наслаждалась мясом, мне вообще, со мной никогда такого не было. Вообще. В общем, я очень удивлена. Поэтому, если вы тоже не любитель мяса и будете в Сербии, обязательно его здесь попробуйте, хотя бы немножечко. Дайте ему несколько шансов в разных местах, в разных заведениях. Его все равно по-разному готовят. Попробуйте по чуть-чуть. И велик шанс, что вам тоже понравится. Сейчас гуляю по крепости. И только сейчас поняла, насколько она огромная. Я до этого была в Белграде 4 раза. И каждый раз гуляла по этой крепости. А вот в этом месте я впервые. Потому что она немножечко как в закоулочках. И нужно либо знать, куда идти, либо прям совсем-совсем все исследовать, как я делаю это сейчас. Вот. Поэтому посмотрите, как красиво. Здесь так спокойно. Сейчас посижу здесь. Если бы еще кто-то музыку вслух сейчас здесь не слышал, было бы вообще замечательно. Я сейчас сижу и смотрю на лес за рекой. И это так красиво. Ведь только живя в Саудии, в пустыне, я начала ценить деревья, ценить зелень. Я последний раз выезжала из Саудии, это был еще март. Не было еще зелени, и я об этом не задумывалась. И ты здесь. Я тут поднялась в планетарий, так, я надеюсь, меня слышно, а то тут ветрено. И не особо поняла, где здесь планетарий. Наверное, вот это вот устройство, которое сейчас закрыто. И обычно оно ловит небесные тела, фиксирует, я так понимаю. Но вид зато здесь открывается очень хороший. Вот это у нас Дунай. Вот там, здесь он соединяется с рекой Сава называется. Я пришла в кафе. Вот так вот выглядит айс-кофе. Честно, я его себе по-другому представляла. Я особо не люблю айс-кофе, но сейчас почему-то захотелось. Вот. И что еще хотела сказать? Здесь везде курят. То есть, мне кажется, вообще просто везде разрешено курить. В помещениях. То есть, если ты не куришь, то тебе нужно еще приспособиться и поискать, где тебе будет комфортно, потому что разрешено курить. Ну ладно, не везде, но очень много где. Мне, как некурящему человеку, это не нравится, если честно. Вот. Вчера даже, вот я вечером сидела в кафе, это была просто кофейня, и то там стояли пепельницы в помещении, то есть все сидят как вот в одном, это не какая-то там открытая терраса, а просто вот комната кофейни, не бара, там стоят пепельницы. Ну что за фигня? В общем, мне это вообще не нравится. А
Это улица князя Михаила, такой местный Арбат с кучей ресторанов, магазинчиков. Здесь проходят всякие движухи уличных музыкантов и просто концерты. В общем, тоже такая одна из главных достопримечательностей города. She's not ready. She's not there yet. В Сербии у нас есть любимый ресторан. Название напишу внизу. Мы здесь были последний раз 2 года назад, когда были, в принципе, в Сербии 2 года назад последний раз. Вот. И мы очень скучали по этому месту. Вот сейчас прям такие воспоминания, такие теплые. Мы сегодня собрались в Нови Сад. Сегодня выходной в стране, суббота. Вот, и приехали на вокзал. И я говорю, я по пути в такси куплю билет. В итоге, что мы сделали? Мы приехали, и не было билетов ни на тот, который мы хотели рейс, ни на следующий, ни через. В общем, мы просто купили билеты на завтра, и все, вернемся завтра тогда. Люди, если будете здесь, покупайте билеты заранее, особенно если это выходной. Сейчас едем гулять на остров. Да, я не сказала, из Белграда в Нови Сад едет электричка. Про билеты я имела в виду на электричку. Что еще хотела сказать? И да, чтобы купить билеты заранее, можно использовать приложение SRB, Сербия Voz, в общем. Вот. Там можно покупать билеты заранее. Поэтому не повторяйте наш опыт, купите их заранее, если тоже поедете. Мне так понравился этот остров. Мы здесь уже раньше были, но последний раз, наверное, 3 года назад, и за это время его еще больше облагородили. Здесь идут такие дорожки для велосипеда по всему острову. Можно прям покататься очень классно. Всякие соревнования проходят. Здесь просто толпы народу, потому что сейчас еще выходной. Всякие соревнования проходят, особенно детские. Мы видели девочек в наколенниках идут и с медалями, такими группками. Видели столы для соревнований по шахматам. Тоже прям такое столпотворение людей. Просто отвлек меня, подошел и ничего не поставил. Официант. В общем, прям очень много всяких спортивных площадок для баскетбола, футбола, тенниса. Вот. В общем, такой остров спортивный, активный и большой, интересный. Мне здесь нравится. Да, тут, кстати, сейчас, я не знаю, если мы дойдем до туда, в общем, здесь вокруг острова на берегу стоят как дачи. То есть они так на воде дачи. Вот у нас тут есть друг. На прошлый приезд, даже не на прошлый, но через как раз 3 года назад, когда здесь еще были впервые на этом острове, он нас провел на свою дачу и рассказывал, когда там устраиваются вечеринки, велик шанс, что она может опуститься больше под воду. Вот, и он рассказывал, как однажды как раз собралось очень много людей, и в какой-то он момент почувствовал, что что-то прямо как-то что-то не то. Вышел посмотреть и говорит, все быстрее на берег. Вот, в общем, они чуть дома не потопили, пока была вечеринка. Вот. Я называю это дача на воде. Мы сели на трамвайчик. Я на самом деле люблю подобные трамвайчиковые туры, потому что, не которые, знаете, такие детские, чисто по кругу возят, а которые действительно показывают территорию, потому что мы, например, сейчас, у нас есть еще планы, поэтому мы здесь много не пробудем, а хочется максимально много посмотреть, насколько это возможно. Поэтому мы сели сейчас на трамвайчик, посмотрим как раз территорию и поедем. Я довольна. На острове еще располагаются пляжи. Можно искупаться, можно покататься на катамаранах, на сапах. Подзадолбались уже ехать, если честно. Мне кажется, тур минут 30 идет. Прикольно, конечно, поначалу, но потом устаешь. Если вдруг кто-то захочет, тут такие как остановки по всей территории острова.
возле дороги, там либо как остановка, либо написано, что это станция. Вот, и возле нее можно подождать и сесть вот на этот пункт. Мы уже вернулись в город, точнее в центр, и пришли на крепость, чтобы... Довольно сложно, кстати, у меня аж руки устали. Но понравилось, мне понравилось. Мы пришли в самый старый ресторан Белграда. Вот это вот здание. Такие маленькие стульчики там. Несмотря на то, что сербы очень высокие, почему-то вот в старом ресторане вот такие стульчики, как для умпа-лумпов. Но это только внутри. То есть в здании такие столы и стульчики, а мы сидим на улице, и здесь нормальные. У нас вторая попытка поехать в Нови Сад. Мы зашли в кафе попить кофе и поедем на вокзал. Зашли в интересное место, чтобы попить кофе. Называется Шахер, что-то типа того. Очень интересно у них меню. Столько разных всяких кофе. Я заказала, сейчас покажу. Вот, я заказала спирулина латте, но здесь очень много всякого выбора. Вот, например, самые из того, что мне понравились, донатчино, типа капучино с пончиком. Вот тут всякие разные. И я вообще люблю матчу пить по утрам. А здесь вот в этот раз заказала спирулину. Сейчас, где они тут были? Надо было подготовиться. Сейчас. Вот спирулина, матча, куркума латте и раби. Я не знаю, что это такое, если честно. Розовенькое. Есть то же самое в холодном виде. Вот, в общем, интересное меню. Мы приехали на вокзал на 40 минут раньше. Сейчас сели в другое кафе. Так, меня слышно? Алло. В общем, а здесь нет людей. То есть вчера, когда мы приехали, тут был полный вокзал, и нельзя было купить этот билет. Почему мы не смогли уехать? А сейчас мы приехали, и тут просто пусто. Может быть, потому что прошлый только что уехал. Хотя я не знаю, только что он уехал. Ну, наверное, да. Примерно каждый час поезда, электрички. Вот. И поэтому сейчас народа нет. То есть к следующему подъедут. Ну, в общем, какая-то странная вещь происходит. Вот. Что еще хотела сказать? Ехать нам до Нови Сада из Белграда 35 минут. Там есть поезда, которые едут почти час или в районе часа. А этот мы взяли на быстрый, на скоростной, он едет 35 минут. Приехали в Нови Сад. Мы здесь пробудем буквально до вечера. У нас 5 часов уже обратный билет. В общем, сейчас идем. Тут маленькие парни, не знаю сколько, по 10, по 12 лет. Знаете, как вот в фильмах американских из 90-х продают лимонад. Give me. За 70 динар купили лимонад. По ощущениям, это, знаете, витамин С из аптеки. Я не знаю, если честно, я побаиваюсь это пить. Но по запаху просто витамин С, знаете, шипучий такой. Но очень мило, такие стоят, продают. Если честно, мы больше хотели не лимонад, а просто поддержать парней. Молодцы, бизнесмены молодые. Сейчас идем, и в некоторых улочках там так мило внутри. То есть мы идем по улице и в арках заглядываем, и там так красиво. Вот нашли какое-то просто рандомное место и просто решили зайти, потому что нам понравилась внутренняя атмосфера. Сейчас покажу.
Я планировала посетить несколько мест здесь, но пока хочется просто сидеть и пить холодную воду. Мы вернулись в город, тут орет музыка живая. Вот. В общем, съездили мы в Нови Сад. Непонятно зачем. Мы такие все поджаренные, посидели просто в нескольких кафе, чуть-чуть прогулялись по улицам. Там в Нови Саде есть крепость, по сути, в которую стоило сходить. Но мы вызвали такси, за нами никто не приехал. Вот. В общем, я не знаю. Но мы приезжаем в Сербию в любом случае. Вот, может быть, в следующий раз посетим уже более внимательно, съездим и посмотрим уже крепость. Может быть, что-нибудь еще найдется. Здесь, кстати, Сербия с Англией будет играть. Ну, как здесь? В Германии. Вот, ну просто сербская команда. Вот, и мы хотим куда-нибудь в бар сходить, посидеть, посмотреть игру с фанатами футбольными. Вот, не знаю, получится, нет. Но пока самые фанатские бары уже заняты, уже не получается к ним попасть. Вот. Но в любом случае здесь еще есть такие просто как кафе с телевизорами. Может быть, куда-нибудь туда подсядем сейчас. Ну, сейчас мы поедим, потому что здесь вот нет телевизоров, куда мы сели. Сейчас поедим и посмотрим игру. Будем болеть за Сербию. Кстати, поесть мы пришли в тоже один из наших любимых ресторанов. Название напишу внизу. Ну, тут такой ценник, на самом деле, чуть выше среднего, но здесь очень классная атмосфера. Сейчас, когда летники стоят, это не особо ощущается, потому что здесь, в принципе, сидят все на улице и так. Вот. А я бы порекомендовала сюда прийти, если вдруг вы ищете какие-то рекомендации, то это какая-нибудь осень, либо зима, когда вы будете сидеть в помещении и так почувствуете полную атмосферу этого места. И мне здесь очень нравится. Что еще? Мы все еще сидим. Игра уже начнется через 5 минут, но мы еще не поели, поэтому мы решили насладиться местом нашим одним из любимых ресторанов сполна и не торопиться на игру пока. Может быть, вторую часть посмотрим уже более конкретно. Вот, да. Доброе утро. Мы пришли в кафе. Через несколько часов мы поедем в аэропорт. На самом деле мне грустно уезжать. Такой Белград, одно из немногих мест, откуда мне грустно уезжать. Мне здесь очень нравится, на самом деле. Еще забыла рассказать. Мы вчера все-таки немного посмотрели футбол. Мы не нашли нормальных мест, то есть нам нужно было позаботиться об этом заранее и забронировать столик в каком-нибудь пабе, чтобы посмотреть нормальную игру, потому что мы вчера пошли вечером, когда уже игра была в самом разгаре, и мы просто не нашли, куда сесть. Что тут за волосы? Вот, и просто не нашли, куда сесть. Так чисто посмотрели, ну, на видео видно было, что мы просто стоим рядом. Вот. И так, ну, прикольно. Сербы проиграли 1-0. У нас тут под конец нашего визита сломался лифт. Мы живем на 6-м этаже. И тут получается дом. Я не знаю даже, как это объяснить. То есть он такой круговой, но вот так вот еще соединяется. То есть вот такие вот боковые подъезды соединяются. Вот. И наш соединяется с соседним через 6-й этаж. Мы выяснили, так как наш лифт сломался, он вон там, в конце коридора, начали использовать вот этот. К подъезду тоже ключ подходил. Вот. И тут непонятные кнопки. Так, он еще здесь. Если нет, он уже уехал. В общем, тут типа 1, 2, 3, 4, 5, а нулевой. И в нашем первый самый этаж, где холл, назывался VP. А в этом мы не поняли, как он называется. И первый раз, когда поехали, уехали не туда. Прям не на первый этаж, на следующий еще там был этаж, и через один. И, короче, мы открываем дверь, а там закрыто. И я как начала паниковать. То есть это такой старый лифт. Там еще дверь, видно, что там какой-то замок огромный, то есть все вот просто замуровано. И мы туда приехали, и ни туда, ни сюда, давай кнопки жать, чтобы наверх уехать. В общем, такое себе ощущение. Ну что, мы уже в самолете. Спасибо, что это путешествие провели со мной.
Вот, я надеюсь, вам понравилось. Так же, как понравилось мне. Ну, не забывайте подписываться, ставьте лайки. И до скорых встреч.